Сохранение национального языка, его развитие, его продвижение в массы – это приоритет любого государства, и более того, большинство государств оказывают содействие изучению своего родного языка за границей. Задача России в том числе тоже как-то продвигать свой родной язык на пространстве других государств, и в Европе, и на пространстве СНГ. Я хотела бы обратиться с вопросом к нашему российскому участнику. Андрей, вот с вашей точки зрения, кто и как должен сохранить русский язык на пространстве СНГ? Как нам добиться того, чтобы русский язык знали в Армении, русский язык знали на Украине, в Молдавии и в прочих государствах? Конечно же, в любом случае язык – это всегда очень сильное средство влияния, очень сильное средство индоктринации. И если мы посмотрим на примеры там, исторические, даже из недавнего такого прошлого, нашей современности, мы увидим, что люди, государства, которые приходили в другие, скажем так, страны, регионы, они старались стереть язык во многом. Да? Сейчас же и все-таки во многом в отношениях России со своими партнерами и со своими союзниками. И я рад, что мы называем Армению партнером и союзником. У нас очень много общего, очень много исторического, да, со времен Паскевича и раньше и так далее. Вот. Но, конечно же, нужно понимать, что все-таки русский язык, еще раз повторю, это сейчас средство влияния, и это влияние проходит через те процессы, которые проходит вот наш весь постсоветский мир. Это сужение российского пространства, сужение постсоветского пространства и приход на, скажем так, на территории традиционного российского влияния других игроков. Это нормально. Это абсолютно нормально, и целью России не является сказать Армении нет, вот только русский язык, только поддержка русских интересов и так далее, и так далее, и так далее. Абсолютно нет. Но с другой стороны, я хочу сказать, что мы очень болезненно относимся, в частности, к неким антироссийским заявлениям, которые на протяжении последних 2 месяцев звучат из Армении. Понимаете, мы можем ожидать, не знаю, антироссийских каких-то высказываний, не знаю, из Америки, из Англии, из Турции, из Грузии и так далее. Но Армения, вот это было, честно говоря, для меня немножко неожиданно, да, так сказать, указывалось, что вот Москва приказала, значит, наши взяли под козырек. Да-да-да, конечно, почитайте, Россия, ты, наверное, пьяна, что считаешь, что, так сказать, навязываешь нам русский язык и так далее. И вот это настораживает. Да? Для меня лично это показатель того, что что-то вот в формуле наших взаимоотношений не срабатывает. Да? Что это? Конечно же, существуют огромные, у меня лично, скажем так, претензии к нашим информационным ведомствам, внешнеполитическим ведомствам. Ведь посмотрите на реакцию нашего МИДа. Да? 2 месяца уже шел процесс вот этих, так сказать, народных выступлений, да, и протестов, скажем так. И только по истечении 2 месяцев наш посол Коваленко выступил с заявлением о том, что Россия не причастна к этому. Вообще почему-то каким-то образом, возможно, из-за того, что отсутствовала информационная поддержка с российской стороны, да, в Армении много людей стало считать, что за всеми этими процессами стоит Россия. Не знаю, может быть, потому что изначально вот план школы в Дилижане предложил Рубен Варданян, не знаю почему. Вот, потому что действительно существует практика элитарных русских школ в Армении и так далее. Но это не имеет под собой почвы. Другое дело, что мы могли бы действительно более активно противодействовать вот этим каким-то слухам и домыслам. Другой момент, это очень важный на самом деле момент, это момент, скажем так, экономический. Да? И он тем более важен для Армении, что в том отношении, что Армения все-таки это одна из немногих, скажем так, сложившихся и, будем говорить, классических диаспоральных наций. Да? Многовековых диаспоральных наций в силу своей истории и так далее, и так далее. Сейчас, получается, одной из причин, которую сторонники, противники этого законопроекта называют, это то, что люди, которые получат образование на иностранных языках, они уедут из Армении. И это во многом факт. Да?
Но, получается, есть и другая же сторона медали, что если ограничивать каким-то образом, хотя, как вы сказали, ограничения сейчас не существует, но тем не менее, вот опасность ограничения, она очень сильно существует в том, что Армения будет отставать в собственном развитии. Понимаете, мне лично еще как для, скажем так, человека российского, да, человека, которому нужна из сугубо прагматических даже соображений сильная Армения, и Армения, ну я не назову это пророссийская, но дружественная Армения, да. Мне, например, конечно же интересно, чтобы в Армении была российская элита. Ведь посмотрите, что пророссийская элита, или элита, которой мы можем говорить на одном языке, в любом, и в языковом смысле, и в смысле понятийном. В мире сейчас функционирует порядка 6912 языков, ну около 7000, да? И 7,5% уже на грани исчезновения. 20-30% это имеет тот статус, в котором уже молодое поколение не говорит на этом языке. То есть они подходят к этому статусу. И если будет так продолжаться, то по прогнозам за 50 лет предстоящих останется в мире от 300 до 350 языков. Так что язык действительно очень хрупкая категория. А за исчезновением языка идет исчезновение нации. В этом плане у меня русское образование. Оно мне дает огромное преимущество общения с международным сообществом. Наша организация имеет несколько статусов в ООН. Мы выступаем там чаще на русском языке, если есть возможность перевода, если нет, на английском. И, кстати, когда вот вы говорили о конкурентоспособности, о преимуществах, меня очень удивляет, когда российские делегации приезжают в ООН и говорят на английском. И очень часто русский язык в ООН держится благодаря нашим республикам, потому что в ООН сохраняется язык только тогда, когда многие делегации, многие страны говорят на этом языке. Поэтому, возвращаясь к армянскому языку, мы очень болезненно воспринимаем этот вопрос, очень болезненно. Мы волнуемся за наш язык. Это нормально. Вы знаете, чем больше я вижу мир, чем больше я общаюсь с другими народами и нациями, тем больше я ценю свой язык, тем больше я хочу, чтобы он сохранился, и чтобы эта палитра, та же теория устойчивого развития, она говорит о том, что ценность, самоценность – это не только биологическое разнообразие, это этническое разнообразие, это языковое разнообразие. И именно малые народы, которые очень уязвимы, именно к ним должно быть особое отношение. И именно поэтому люди, увидевшие мир, люди, знающие много языков, я владею 4 языками, но я очень жалею, что я в недостаточной степени знаю армянскую литературу, армянскую культуру, я всю жизнь пытаюсь компенсировать, но я думаю на русском. А мышление, языковое мышление – это основа восприятия мира. И нужно, чтобы ядро нации формировалось на своем языке, формировалось на своей культуре. Дальше, чем больше языков будешь знать, тем лучше. В Армении есть поговорка: чем больше ты знаешь языков, тем больше ты как бы людей из себя представляешь. Трудно перевести очень. И это действительно так. Но формирование ребенка должно быть на национальной основе. Мы только об этом говорим, и не более того. И, наконец, вы говорите, мы хотим, чтобы была прорусская интеллигенция, естественно. Американцы хотят, чтобы была проамериканская интеллигенция. И, кстати, когда у нас было 2 съезда, по-моему, да, всеармянских. И вы знаете, как было больно смотреть, когда здесь сформировались, было четкое противостояние, как в мире противостояние, так и здесь. Значит, часть, те, которые приехали из России и стран СНГ, часть, те, которые приехали из Запада, и мы между ними крутились, потому что одни настаивали, что должен быть вторым сейчас русский язык, другие, что вторым английский и так далее. Должно быть ядро нации, которое должно координировать все эти процессы. Это ядро нации должно формировать, элита нации должна формироваться на национальной культуре, на национальном языке. Вот и все наши требования.